Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. Сегодня новая распаковка украшений с барахолки. Я стала такие видео публиковать немного реже. Сразу собираю находки за 2 месяца. Во-первых, стало труднее это все находить. Сокровища, как я это называю, сокровища из мусорных коробок попадаются все реже. Ну и мой канал не только про распаковки барахольных украшений, но и вообще в целом о разных украшениях. И сегодня мы смотрим находки за сентябрь и октябрь. И сразу покажу вам кольцо, которое на мне надето. Это абсолютно crazy вещь такая, стеклянное кольцо. Смотрите, сколько здесь цвета: сиреневый, белый, прозрачный, как это все замиксовано. Оно очень объемное, и внутри еще и золотая фольга. Просто такая crazy вещица, конечно, которая останется в моей коллекции. Но что удивительно, у меня есть еще клипсы вот такие. Здесь такая же сиреневая эмаль, белая, перламутровая, золотая, черная. Очень красивое золотое покрытие. Напоминает какие-то раковины. Даже вот в ней такая вот имитация жемчужины. Хотя она не жемчужина, а просто как такое молочное стекло. И когда я приехала домой и вот так вот увидела эти два изделия вместе, у меня просто не было предела моей радости, потому что они совпали в такой вот какой-то прикольный супер комплект. Я очень люблю, когда украшения собираются в комплект абсолютно разные. Ну вот в них есть нечто такое вот подходящее друг к другу. То есть такие вот явные комплекты, как там серьги с колье какие-то, такое я не люблю. Мне кажется, что это не очень интересно. А вот такие вот случайные вещи, которые еще находятся на барахолке независимо друг от друга, и потом вот так вот вдруг совпадают, я считаю, что это какой-то такой вот, знаете, как знак судьбы какой-то. И такие вещи, конечно же, их разъединять уже не хочется. Даже если я их продаю, то мне их жалко делить, и хочется продать вместе, чтобы хозяйка наслаждалась таким вот неординарным комплектом. Продолжая тему колец, вы, наверное, уже заметили, что я люблю стеклянные кольца. Я их часто нахожу, и самые интересные обязательно беру. Вот такое кольцо индиго, синего цвета индиго. Даже где-то на просвет оно напоминает цвет Klein Blue. Тоже очень красивое, объемная, ну и так далее по списку. Все то же самое. Еще одно кольцо уже немного другой формы. Тоже здесь несколько цветов, как в первом кольце. Тоже есть такие вот перламутровые, какие-то серебристые вкрапления. Ну и, конечно же, оно тоже классное. И последнее кольцо на сегодня — это уже яблонецкое кольцо со стеклом, имитирующим бирюзу. Здесь все просто. Кольцо очень красивое, такой вот горочкой такой, видите, как купол. Такие находки у меня уже были. У меня есть, в частности, кольцо с гранатовым стеклом, такое же, похожее. В комплект, например, к бусам или к чему-то тоже
очень хорошо подходит. Переходим к браслетам. Их сегодня два. Один с эмалью Cloisonné. Такой тяжеленький. Он просто застегивается на вот такую вот защелку. Я первый раз такую вижу, честно говоря. Очень, мне кажется, он старый, потому что вот здесь вот уже такое потертое золото, перегородки в эмали золотые в некоторых местах уже потерты. Но все равно браслет красивый. Вот так он выглядит на руке. Эмаль Cloisonné смотрится всегда очень необычно, не так, как простая эмаль. И еще один браслет, просто с такими прозрачными стеклышками. Такой браслет напоминает колье Ривьера, когда вот кристаллы открытые просто скреплены друг с другом. Здесь немножко вот он порван, но тут просто нужно застегнуть колечко, зацепить его, и все. Красивый браслет. Если бы это было колье, было бы еще лучше. Переходим к кулонам, подвескам и бусам. Вот такой милый совенок. Он из кости. Как-то меня в комментариях спрашивали, как определить, кость это или целлулоид. Тут все очень просто. Если вы посмотрите в лупу, то на кости будут видны такие вот пористая такая консистенция, неоднородная, какие-то такие вот полоски, дырочки, знаете, в общем, вся это, ну, как вот по уроку биологии я помню, там трубчатые кости, вот все это можно увидеть в лупу. А целлулоид же это пластик, поэтому структура его будет однородная. Вот такой милый очень совеночек. Классный просто. Еще одна подвеска прямо вот на планшетке Made in USA, Сара Coventry, не знаю, как правильно сказать, американский бренд украшений. То есть этот кулон был куплен и даже не снят с вот этой подложки. Маленькие такие часики. Сначала я подумала, что это скворечник, но здесь виден циферблат. То есть это часы с кукушкой. Красивая тоже подвеска, которую легко повесить на любую цепочку. Здесь у нее карабин, поэтому даже если цепочка какая-то такой формы, что не пролезет в эту петлю, то есть этот карабин можно просто зацепить, открыв его. Хорошенький домик такой, хорошенькие часики, милые. Еще один кулон, похож на яблонецкую бижутерию. Скорее всего, это она и есть. Кулон 60-х годов примерно, наверное, 70-х, с гранатовым стеклом. Ну, долго не буду говорить о нем, потому что, ну, что говорить, что уже много чего сказано. И последнее украшение на шею — это бусы из Хелиотиса. Я их взяла, чтобы использовать в украшениях, которые сама делаю. Ну,
просто ради хелиотиса, чтобы разрезать эти бусины ради этих пятачков. Однажды я уже покупала бусы жемчужные для этого, но стала наоборот их носить вместо того, чтобы использовать в своих украшениях. Ну, а хелиотис настолько красивый, что даже если его нигде не используете, мимо пройти очень сложно. Переходим к следующим украшениям. Это серьги и клипсы. 3 пары деревянных сережек. Честно вам скажу, никогда таких не видела. У продавца было их как-то очень много, но мне понравились вот эти вот 3 пары. Вот такие необычные по форме, из светлого дерева. Ну, дерево наверняка чем-то тонировано. Вот такие овальные серьги. Все они серьги-гвоздики. И вот такие удлиненные. Просто минималистичные серьги очень хорошего качества. Ну, что о них сказать? Ну, ничего, я думаю, что вы видите. Вот такие 3 пары деревянных сережек. Дальше несколько клипс. Вот такие малюсенькие, похожие на серебряные, с гранатовым стеклом. Как-то они странно открываются. Я думаю, что вот это немножко погнутое. Надо будет посмотреть в лупу и отогнуть, потому что они плохо открываются. Это хорошо, а это плохо. Ну, клипсы такие малышки симпатичные. Дальше клипсы уже французского бренда. Это Pierre Bex. Я уже как-то говорила об этом бренде, об этом художнике, об этом мастере. Pierre Bex, мастерская Pierre Bex работала с 60-х по 80-е годы примерно. И делали они украшения в стиле ар-деко. Украшения все очень необычные, очень неординарные. И они всегда заливались сверху смолой, эпоксидной смолой. Видите, все вклеенные стразы, все вклеенные кристаллы залиты сверху. Вот такие клипсы Пьера Бекса. Еще одни клипсы яблонецкие. Тоже мной найдены прямо, видите, на подложке. Здесь этикетка даже есть. Правда, на этикетке не указано какой это год. Ну, судя по всему, примерно 60-е, наверное. 50-е, 60-е. Вот такие клипсы с зелеными кристаллами. Настоящая чешская бижутерия. Что тут сказать? Вы все видите. Вот такие. Последние на сегодня клипсы. Вот такие на индейскую тематику. Видите, какие они необычные. Я уже упоминала имя этого мастера. Это мексиканский ювелир Сальвадор Терран, который создавал украшения по каким-то реальным вещам, найденные
найденных в Колумбии, в пирамидах майя, в культуре майя или ацтеков, в общем, в древних вот этих цивилизациях индейских. Что здесь изображено, мне трудно сказать, потому что я не специалист по культуре ацтеков. Но эти украшения он создавал для некоторые, по-моему, здесь тоже есть маркировка соответствующая, по заказу очень крупного такого универмага Marble в Мехико. Я уже показывала как-то брошь Сальвадора Террана, она у меня есть в магазине. И вот теперь вот такие клипсы. Маркировка здесь вот соответствующая есть. Marble Мехико. Ну и переходим к последнему пункту. Сегодня все украшения есть разные, как вы видите. И переходим к последнему пункту, это броши. Ну, на броши Дамаскин останавливаться слишком долго не буду. 100 раз мною рассказано о Дамаскине. Все. Вот такая она кругленькая, с геометрическим узором, с арабесками. Единственное скажу, что Дамаскин — это техника, испанцами взята из восточных техник. Дамасская сталь, Дамаск. И вот по той же технологии, как из этой стали в Дамаске делали оружие, ножи, мечи, похожая технология использовалась испанцами в украшениях, поэтому и названа она Дамаскинадо по названию города Дамаска. Следующая брошь, брошь-леденец их называют иногда. Это когда очень крупный кристалл центральный, просто в обрамлении, в рамочке в такой. Ну и зеленый цвет. Зеленый цвет моя страсть, наверное. Поэтому брошь шикарная. Ее можно хорошо комбинировать с чем-то. Немного возвратимся к культуре майя и ацтеков. Вот такой вот индеец или фигурка башка какого-то или воина. Честно говоря, я тоже думала, что это Сальвадор Терран, как эклипсы. Но нет, это оказалась реплика одного из американских музеев, Алва. В нем представлены разные тоже вот находки с древних цивилизаций американских. Ну и как все музеи, они выпускают реплики золотых изделий, реальных. Вот как этот божок. У меня есть еще такая лягушка тоже, реплика музея Алва. И вот теперь вот такой воин. Ну или бог, я не знаю. Так, следующая брошь. Просто красивая брошь из 60-х, 70-х, может быть 80-х. Их настолько много в разных вариациях, и всегда они очень сияющие. Еще и сиреневая, очень красивый цветок. Многие коллекционеры, ну и просто любители украшений, конечно же, очень любят такие вещи. Украшения с цветными кристаллами всегда популярны. Следующая брошь вот такой интересной формы, как барабанчик маленький. У меня уже была похожая находка, вот она.
Это австрийские броши. К сожалению, я не знаю, предполагаю, что это 50-е года. Единственное, что здесь я уже поздно заметила, здесь не хватает нескольких вот этих вот голубых камешков. Очень жаль, я это заметила уже только дома. Вот такие барабанчики, австрийский винтаж. Всегда очень тонкая работа, австрийские броши, очень мелкая детализация у них. Ну и чем мельче, конечно, тем смотрится оно элегантнее и дороже. Как бы дорогое изделие, такой ажур. Очень красивая брошь, похожа на серебряную, тоже, скорее всего, австрийская. Ну, сказать мне тут нечего, тут у нее есть 187, такая маркировка. Я думаю, это примерно 80-е года. Замки-тромбоны в Европе делались достаточно долго, и в 70-х, и в 80-х. Ну, просто брошь очень красивая. У меня была похожая брошь, но только в бронзовом цвете, с красными кристаллами, тоже немножко более такая круглой формы. Еще брошь одна, и она же является и кулоном, ее можно подвесить. Это орхидея бренда Рисис. Этот бренд создавал свои орхидеи с помощью живых цветов. То есть этот цветок настоящий, живой, покрыт вот таким напылением золотым. Это их уникальная технология, и поэтому все их изделия получаются очень разные, потому что цветки все разные, и соответствующие украшения вот такие просто потрясающие. Орхидеи это в основном. Вот такой кулон. И, конечно же, у него отличное покрытие золотое, которое, ну, может быть, если не вечное, но очень качественное. Так что это настоящая орхидея. И последнее на сегодня украшение. Это позолоченная брошь, вот такая. Мне кажется, что она не очень старая. У нее есть маркировка. Это американский бренд Dixel. Покрытие здесь 12-каратным золотом. Брошь очень тонкая и изящная. И, вы знаете, очень похожа на золотую. Прям вот 583-я наша проба. Вот очень похожа на нее. Здесь есть маркировка Dixel и 12 карат Gold Field. Все кристаллики на месте. Брошь очень тонкая, очень элегантная такая. Покажу все вместе. Вроде бы я ничего не пропустила. Конечно, украшения все красивые. Я некрасивые украшения не беру. Что тут сказать? Ну и я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Я не только показываю распаковки, но и рассказываю разные истории об украшениях. А на сегодня это все. Всем пока!